Вы что, думаете, самые умные? Нет, ну просто каждый, кто мог и кто не мог, уже написал мне о том, что Рек это Миная. Вы серьезно? А стрим я нахрена для вас делал? Там же все есть. И про 30 лет, и про перерождение, и про парня без рук и ног. Ну, вы чё? Хотите сказать, что реально видос нужен? Ну так это он. Тот самый видос, в котором я расскажу тебе о загадочном парне без рук и ног. Тот видос, где мы обсудим перерождение близняшек и их возможную связь с Регом. Так что присаживайся поудобнее, выпрями спину и не забудь прожать лайк. У микрофона, как всегда, товарищ Ночь. И мы начинаем. 66 глава «Созданного в бездне» вышла очень интересной и интригующей. Как всегда, она породила больше вопросов, чем дала ответов. Так, например, во второй ее половине нам показали трущобы южного округа Орта, где Озен любезно делилась с Джиро секретной информацией. Она рассказала лунному свистку о том, что близнецы в Орте рождаются не так часто. Если быть точным, то раз в 30 лет может родиться лишь одна пара. Или того хуже. Близнецы могут и вовсе не появиться на свет за этот цикл. Плюс к этому, родившихся близнецов всегда называют одними и теми же именами. Миная с Широми. Волей случая родители таких детей выбирают именно эти имена. Кроме того, Озен сказала нам, что имена близняшек были упомянуты в оригинальном сборнике Харимари, но их украли. Упоминания о Минае с Широми считаются утерянными, но они точно были связаны с песней Харимари, так что жрица, скорее всего, должна что-то о них знать. Но вернемся к Озен, которая, ведя свой диалог, приближается к непонятному месту загадочного происшествия, где мы встречаемся с единственным выжившим. С человеком без рук и ног, который обзывает каменного лорда воровкой. И первый вопрос, который напрашивается у каждого. Кто он такой? Где его конечности? А самое главное, что волнует лично меня, как его зовут. Смекаете, да? Этот человек подвергся некому проклятию, но смог выжить. Судя по всему, Миная с Широми из проклятой эскадры тоже были здесь во время этого самого происшествия. Правда, наши близняшки выжить не смогли. А вот этот парень смог. У него, как и у снайперов, нет рук и ног. Но он все еще человек. Он человек, потому что смог выжить. А снайперы – зверолюди, потому что они переродились в них после смерти, как я полагаю. Но суть-то здесь одна. Симптомы отсутствия рук и ног идентичны как для этого парня, так и для близняшек. А это значит, что то проклятие, тот инцидент, что произошел с ними, лишил конечностей всех пострадавших. Является ли этот инцидент последствием проклятия 7-го слоя или нет? Я пока говорить не буду, потому что вы сами все это можете изложить в комментариях. Я же пойду дальше. Пойду к тому 30-летнему циклу, который знаменует перерождение Миная с Широми. Если вы помните, то близняшки могут родиться лишь раз в 30 лет, или не родиться вовсе. Так вот, я полагаю, что после смерти близнецы перерождаются вновь, если, конечно, они умирают. Неважно где, в гнезде или на дне бездны происходит перерождение. Неважно то, что становится с телами уже мертвых близняшек. Важно лишь то, что они перерождаются, если умирают. И вот тут возникает интересный момент. Что же будет, если убить близняшек, а потом воскресить их? Например, защитным кубом или тайным артефактом Сраджа. Что тогда? Тогда начнется лютая жесть. Новая партия близняшек тут же будет рождена на поверхности, а те умершие Миная с Широми будут перерождены. Иначе я не знаю, как объяснить то, что в Северном округе прямо сейчас живет еще одна пара близнецов – Миная с Широми, в то время как наши снайперы здравствуют где-то на пороге 7-го слоя. Ну и последнее, о чем мне хотелось бы поговорить. Рек. Может ли он быть когда-то умершим Миная,
которого пересобрали в юнит вмешательства. Ведь если подумать, то у него даже имеется своя собственная Широми, которую он видел в воспоминаниях на Идафронте. Где-то там, внизу, живет девочка-юнит, плотно связанная с Регом, которую могут звать Широми. И тогда Рега зовут вовсе не Регом, а Миная, что было бы просто невероятно. Еще одним доказательством связи Рега с близняшками будут его конечности, которые заменены на механические импланты. Да, он якобы является роботом, но внутри него находятся настоящие органы человеческого ребенка. Все, что делает его роботом, это его руки и ноги, если так посмотреть. Соответственно, если их оторвать, то Рег станет похожим на кого-то такого. Или такого. В общем, Рег тоже замешан в этом перерождении не меньше самих близняшек. Но вот как он лишился прежнего себя, это загадка. А вот то, что я благодарю вас всех за лайк, подписку и просмотр, никакой не секрет. Также я благодарю ребят с Boosty за их поддержку, без которой ничего этого не было бы. Вафельных печенек тебе желаю и заканчиваю на этом видео. Продолжаю смотреть только хорошее аниме и с тобой не прощаюсь. Бубульк. Какой бубульк? Чё это за бубульк? А хрен его знает. Бубульк. Бубульк. Бубульк.